А вы знали, что в Афинах более 1000 достопримечательностей? Этот город буквально музей под открытым небом, где история прячется в каждом переулке. Но если попытаться обойти все, не хватит и года. Поэтому сегодня я проведу вас по самым захватывающим и значимым местам. Но есть один нюанс. Афины могут быть очень дорогими. Однако сегодня я покажу вам, какие места можно посетить абсолютно бесплатно. И в конце выпуска я раскрою секрет, как легально получить билеты в главные достопримечательности города. Практически во все места. Ну что, погнали? Акрополь. Большинство туристов штурмуют главный вход, теряя часы в очередях. Мы же идем к южному входу. И здесь на кассе берем бесплатный билет. В Афинах есть особые дни, когда город становится подарком для путешественников, но об этом немного позже. Посмотрите, как здесь зелено. И так в любое время года в Афинах. Мы идем к театру Диониса. Именно здесь родилось театральное искусство. 17 тысяч зрителей когда-то замирали от восторга. Даже не верится. Невероятно. Обратите внимание на стену Акрополя. В ней виден древний выход прямо к театру. Он когда-то и соединял Акрополь с этим театром. Проходим дальше к святилищу Асклепия. В древности это был настоящий оздоровительный центр. Символ медицины, та самая чаша со змеей, пошел именно отсюда. В этом центре когда-то жили настоящие живые змеи. Представьте, вы спите в палате, а по вам ползают змеи, и это считалось лучшим лечением в Афинах. А сейчас здесь только руины, которые напоминают о своем прошлом. По информационным табличкам, установленным рядом. Пройдясь дальше по южному склону Акрополя, мы попадаем в Адеон Герода Аттика. Мой лайфхак. Именно с нижнего входа его можно рассмотреть в деталях, почти коснуться истории. Здесь нереальная акустика, и тут до сих пор выступают мировые звезды. На этой исторической площадке у подножья Акрополя проходили выступления Марии Каллас, Лучано Паваротти, Стинг, Эда Ширана и других известных артистов. И посмотрите, какой отсюда вид на город. Есть даже лавочки, где можно просто посидеть, выдохнуть и почувствовать масштаб Афин. Здесь можно сразу подняться в сам Акрополь. Мы в самом центре. Дух захватывает от масштаба этого места. Но сегодня мы не будем детально изучать каждый храм здесь. Почему? Потому что я сделала для вас подробный разбор Акрополя в предыдущем выпуске. А ссылка прямо сейчас появится наверху и будет в описании этого ролика. Обязательно посмотрите, там вся магия этого места. Кстати, туда тоже можно попасть бесплатно, и детали я дала в том видео. А мы обратно спускаемся тем же маршрутом. Совсем рядом находится музей Акрополя. Это современное здание, которое парит над землей на 100 бетонных сваях. Вы спросите, почему? Поскольку во время строительства были обнаружены античные кварталы.
Вместо того, чтобы засыпать их, архитекторы сохранили их и в здании сделали пол стеклянным. Идем за бесплатным билетом в кассу. Эх, друзья, правила изменились, и вход всегда платный. Но не спешите расстраиваться, я покажу вам, что здесь можно увидеть даром. Смотрите под ноги. Через прозрачный пол видны колоссальные раскопки древних кварталов. Это целый город под зданием музея. Его можно рассмотреть как снаружи, так и внутри здания. Заходим внутрь. Тут нас ждут уникальные миниатюры Акрополя и Парфенона. Можно увидеть, как менялся облик города тысячи лет назад. А еще здесь есть большой монитор, где показывают, как проводят реставрацию Акрополя. Это невероятно захватывающе. Можно посмотреть, как ученые собирают историю по кусочкам. Также здесь есть сувенирный магазин. Загляните сюда. Здесь есть творческие наборы, с которыми вы сами можете почувствовать себя археологом-реставратором. Ну, как по мне, это отличный и уникальный подарок. Следующая достопримечательность города – это храм Зевса. И, кстати, его вы можете посмотреть абсолютно бесплатно, просто издалека через ограду. Так что входить на территорию даже не обязательно. Точку, откуда храм Зевса видно идеально бесплатно, я оставлю в описании. Но мы проверим удачу. И да, снова берем билет за 0 евро и проходим внутрь. Вокруг храма идет отличная тропинка, где можно прогуляться. Посмотрите на эту упавшую колонну. Она лежит здесь почти 2 века и упала 26 октября 1852 года во время страшного шторма. Обратите внимание на эффект домино. Она не разбилась в пыль, а аккуратно рассыпалась на отдельные сегменты – барабаны, из которых она и состояла. Каждая такая колонна имеет высоту около 17 метров. Это как пятиэтажный дом. А храм Зевса вообще задумывался как самый большой храм в мире. И если бы его достроили полностью, он был бы в разы больше Парфенона. Кстати, представьте, что когда-то на вершине таких колонн жили монахи-отшельники. Как они туда забирались, до сих пор загадка. А сейчас храм в строительных лесах. Идет реставрация, так что вы можете увидеть только пару стоящих колонн и все. А какой отсюда вид на Акрополь! Просто вау! Рядом с территорией храма находится арка Адриана. Она была построена на границе старого города Афин. Ее можно посмотреть совершенно бесплатно в любой день. А теперь переносимся в библиотеку Адриана. И здесь снова бесплатный вход. Но это только в определенные дни. А в какие, я расскажу в конце видео. Эта библиотека была построена как роскошный храм знаний с внутренним садом и бассейнами, воплощая идею римского императора сделать Афины культурным центром империи. До наших дней лучше всего сохранилась западная стена из партилийского мрамора. Она выглядит невероятно красиво. Кстати,
В этой библиотеке книг в нашем понимании не было. Вдоль стены стояли специальные ниши, шкафы, где на полках лежали тысячи папирусных свитков. И чтобы найти нужный файл, ученым приходилось разматывать метры бумаги. А внутри хранилось более 20 тысяч свитков. Представьте, люди приходили сюда не просто почитать, а узнать последние новости науки, философии и права. Сейчас от здания остался только фундамент и несколько стен. То, что вы видите сейчас, это не оригинальный пол библиотеки II века. Библиотека сильно пострадала от нашествия племени германцев, герулов, в 267 году. А позже, в V веке, прямо во внутреннем дворе библиотеки построили первую христианскую церковь – Тетракон. Те самые красивые мозаики с геометрическими узорами и плетениями, которые сохранились до наших дней, это пол именно той церкви. А мы идем на выход. Следующая локация находится совсем рядом. Это музей греческой культуры. Заходим внутрь. И нам повезло. Здесь сегодня тоже вход бесплатный. Этот музей небольшой, но очень насыщенный. Здесь мы видим древние наряды, предметы быта и уникальные украшения, которые выглядят так, будто их только что достали из сундука с сокровищами. Но самое интересное – это техника филиграни. Греческие мастера умели делать золотые нити тоньше человеческого волоса. Посмотрите на эти детали, без микроскопа их не разглядеть. А в древности за одно такое украшение можно было купить небольшую деревню. Рекомендую также посетить это место, так как оно совсем рядом. И да, этот музей фактически находится на площади Монастираки. Это одно из самых колоритных мест в Афинах, где на паре сотен квадратных метров перемешаны эпохи, от античности до современности. И завершаем наш путь у башни ветров. К сожалению, она сегодня оказалась закрыта, но мы не огорчаемся, так как через ограду она видна как на ладони. Это же первая в мире метеостанция. Представляете? Древние греки определяли время и направление ветра по этой башне еще до нашей эры. Интересно, почему она закрыта? Если знаете, напишите в комментариях. Ну что, друзья, из 1000 достопримечательностей мы сегодня увидели самые главные, и это все абсолютно бесплатно, как я и обещала. Ну что, подведем итог? Сколько же за сегодня нам удалось сэкономить? Акрополь и южный склон – 30 евро. Музей Акрополя – 30 евро. Храм Зевса – 20 евро. Библиотека Адриана – 10 евро, музей греческой культуры 15 евро, башня ветров 10 евро, итого 115 евро. Много это или мало? Напишите в комментариях. А все лайфхаки и даты бесплатных посещений я закрепила для вас в описании этого ролика. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать такие эконом-путешествия. Ставьте лайк и до встречи в новых видео. Пока-пока!